Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз я делаю для вашего знака зодиака, расклад на предстоящую неделю. Это неделя с 20 по 26 апреля. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени, какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что расклад я делаю по дням недели, то есть на каждый день недели мы с вами достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, которую я уже перетасовала, затем из дополнительной. И посмотрим на те карты, которые, соответственно, у вас выпадут. Вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду очень признательна вам за такую обратную связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите, да. Я всегда рада прочитать ваши сообщения. Итак, Львы, давайте посмотрим. Неделя с 20 по 26 апреля. Что вас ожидает? Начнем мы с основной колоды. Давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у вас карта императрица, карта для кого-то, означающая общение с человеком знака Телец, для кого-то императрица — это карта материнства, фертильности, вообще такой женской энергии, особенно если смотрит женщина. И, кстати, вместе с картой сила здесь может речь идти о женской силе, может идти речь о женском начале, о том, что вы можете здесь добиваться поставленных целей, может быть, убеждая, уговаривая других людей и умея оказать на них какое-то влияние. Также вы здесь достаточно сильны, если вы женщина в каких-то вопросах семейных или бытовых, касающихся там вашего дома, ваших детей, обустройства уюта в вашем доме. То есть все, что связано вот с такими вот задачами императрицы, да, соответственно, матери, хозяйки дома. Карта силы в целом, карта льва, карта ваша, да, и говорит о вас. То есть вы достаточно сильны здесь, достаточно сильны и волевые, и сильные, даже не в физическом, да, как я уже говорила, понимании этого слова, а в духовном. Дальше карта мир, карта успешного завершения чего-то, как завершение цикла, завершается какая-то важная глава вашей жизни, она подходит к концу, и она подходит к концу успешно, как рождение ребенка здесь, то есть успешный такой хороший хэппи-энд, да, соответственно, когда есть чему порадоваться, есть возможность здесь отметить, отпраздновать триумфально какие-то достижения ваши, возможно, есть признание окружающими ваших заслуг, ваших успехов по этой карте. И, кстати, дальше идет после карты мир, карта шестерка мечей, которая говорит о движении, о переходе каком-то от худшей ситуации или тяжелой ситуации к лучшему, чему-то более легкому. И у вас есть шанс и возможность это здесь сделать. То есть у вас есть шанс куда-то поехать, в конце концов. Также поэтому карта мир, путешествие по миру. Есть возможность с кем-то помириться, если в этом есть необходимость. Но карта достаточно хорошая. Вместе с шестеркой кубков, здесь картой тоже, знаете, как, во-первых, шестерка кубков — это карта такого спокойствия, ощущения уюта и спокойствия на душе, что что-то мирно завершается, или в чем-то есть мир и согласие, или в доме есть мир и согласие. Карта мира еще шестеркой кубков показывает ностальгию о чем-то, что было у вас ранее, о вашей жизни. Может быть, вы возвращаетесь воспоминаниями в то время и понимаете, что вот завершается там один этап, начинается другой этап, там детство завершилось, начался этап юношества, потом взросления, то есть этапы жизни. И сейчас какой-то следующий этап, который вы считаете будет успешным у вас, потому что очень оптимистично на это смотрите. Также здесь может быть возвращение куда-то, где вы были раньше, или где вы жили раньше, или возвращение домой, кто не дома. То есть здесь вот о такой вот своего рода ностальгии, о доме, об уюте, о спокойствии домашнем. Дальше шестерка мечей. Вы можете здесь действительно думать о каком-то путешествии, поездки, покупать какие-то билеты или рассматривать какие-то варианты с этим связанные. Но и в целом шестерка мечей, она еще, кроме вот этого перехода
да, она еще в целом переменах. То есть в вашей жизни здесь что-то меняется. Может быть, эти перемены происходят потому, что у вас выпадает хороший шанс на удачу, возможность, которую вы здесь сможете использовать, и будет достаточно успешной для вас эта возможность. То есть ее лучше не пропускать. Здесь хорошие для вас перемены происходят. И также вы можете здесь узнавать какую-то информацию, переписываясь с кем-то на расстоянии. Кто-то может опять-таки подбросить вам хорошую идею о каком-то шансе или возможности, которую, возможно, вы раньше не замечали. Здесь она приходит, эта возможность. Тут же 8 кубков, девушка уходит куда-то, но уходит она туда, к солнцу, да. То есть, да, карта сама по себе часто в общем толковании говорит о неуверенности, что же меня ждет в будущем, да? Но вы, тем не менее, с 6 мечей идете к этому будущему, надеетесь на лучшее, а дальше еще и карта Солнца у вас выпадает, то есть позитивный, оптимистичный взгляд на будущее, но по 8 кубков вы, правда, как будто бы от чего-то уходите, как переходите. Дальше карта Солнца, карта позитивная, ясная, такая жизнерадостная и теплая. Здесь же 3 жезлов, карта, которая показывает, что вы идете к своей цели, опять-таки 3 жезлов — это оптимистичное движение к намеченному успеху, к той вершине, которую вы перед собой поставили, и, может быть, материальному какому-то благополучию. То есть вы здесь делаете все для достижения вашей цели и очень позитивно смотрите на вещи, опять-таки ждете какого-то момента удачного. Вот она стоит здесь с доской для серфинга, да, и море перед ней гладкое, без волн. Ей нужны волны, ей нужен какой-то шанс, чтобы, может быть, да, заскочить на этот серф, да, запрыгнуть на этот серф и прокатиться на волне. То есть вот ей нужен этот шанс, эта возможность, она этого ждет. То есть ожидание какого-то для вас момента важного. Карта умеренность в пятницу, карта баланса. Кстати, карта стрельца, у кого-то может быть что-то связанное с человеком знака стрелец. И тут же 4 жезлов. Семья, дом, семейное благополучие, вот этот уют в доме, гармония, мир и гармония в душе, и ощущение баланса и спокойствия, которое у вас есть, с этим связанное. Опять-таки карты хорошие. 4 кубков в субботу. Почему она выпала? Не знаю. С одной стороны, здесь может быть просто субботний отдых на диване перед телевизором и ничего более. Но очень часто эта карта говорит о каком-то состоянии апатии, уныния, а может быть, или даже обиды на кого-то или что-то. Давайте посмотрим дополнительную карту. Отшельник. Желание уединиться, желание побыть один на один с собой, чтобы никто не мешал. Может, вы просто хотите фильмы посмотреть, чтобы никто не мешал, а может, вы на кого-то обиделись, и поэтому вам здесь не очень хочется с кем-то общаться, и вы как-то сторонитесь или говорите: нет, мне это не нужно, мне не нужны твои предложения. Кстати, может что-то предлагаться вам здесь, а вы как будто бы вот аскезу какую-то сохраняете, да, я это не хочу делать, мне это не нужно, я без этого обойдусь. Вот такой вариант. Дальше идет рыцарь жезлов, карта огненной стихии, вашей стихии львы. Может быть, общение с другим огненным знаком зодиака. Это такие, как вы, львы, овны или стрельцы. Здесь же 8 пентаклей. В целом воскресенье хорошие карты, потому что они говорят о вашем, опять-таки, настрое на успех, и по рыцарю жезлов вы готовы здесь в какие-то крайности впадать, рисковать, если в этом есть необходимость, в том, чтобы достичь успеха в работе, чтобы удачу свою не упустить. То есть здесь карты хорошие тоже могут быть. Удачная какая-то работа, кто работает в воскресенье, тоже может здесь наблюдаться. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов, на неделю с 20 по 26 апреля я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.